Привет всем! Сегодня мы находимся в городе Киото, древней столице Японии. Мы после нашего обеда и вкуснейшего десерта в ресторане Чесен спустились на легендарную пешеходную улицу Нинэнзака. Посмотрите на эти домики. Кажется, что мы попали в историческое аниме или на съемочную площадку фильма об эпохе Эдо. Несмотря на то, что это был разгар буднего дня, людей здесь просто невероятное количество. Это не сезон сакуры и не сезон кленовых листочков, но все равно посмотрите, это самый обычный будний день, а сколько здесь народу. Так что если вы будете в Киото, знаете, что в любой день здесь много народу, а выходные и праздники вообще даже не хочу говорить. В основном иностранцы со всего мира, многие в красивых арендованных кимоно. Идти приходится не спеша, но в этой суете есть свой неповторимый шарм. И вот перед нами конечная точка нашего подъема – величественный храм Кийомизу-дера. Храм чистой воды. Народу здесь тоже было ужасно много, но масштабы этого места все равно поражают. Знаете, Кийомизу-дера – это не просто красивое туристическое место, это храм с невероятной, почти детективной историей, которой уже больше 1200 лет. Все началось в глубокой древности, когда одному монаху приснился вещий сон на Золотом ручье. Он пошел искать его в диких лесах Киото и обнаружил чистейший водопад на горе Отава. Монах поселился там в одиночестве и своими руками вырезал из дерева первую статую тысячерукой Каннон, божества бесконечного сострадания. А дальше произошло то, что полностью изменило судьбу этого места. На охоту в этот день забрел великий японский генерал Сакануэ Тамурамару. Он искал оленя, чтобы спасти заболевшую беременную жену, но монах остановил воина и сказал ему важную вещь: «Ты не можешь спасти жизнь, отбирая ее у другого существа, ведь закон кармы суров». Генерал настолько раскаялся, что принял поразительное решение. Он приказал полностью разобрать свой собственный роскошный дом в столице и отдать все материалы на постройку этого храма. Представляете, этот огромный зал и веранда, на которой мы сейчас стоим, родились из стен дома генерала ради очищения кармы его семьи. Кстати, с этой верандой связано и другое довольно безумное суеверие. В старые времена люди верили, что если загадать желание и прыгнуть с этой 13-метровой высоты вниз, то Каннон обязательно его исполнит. Самое удивительное, что большинство прыгунов выживали благодаря густым кронам деревьев и мягкой почве. А вот тут можно вытянуть предсказание будущего, и мы тоже попробовали. Это называется умикуджи, но нас ожидал сюрприз. Мне выпало кичи, это означает хорошая удача, а вот Юноне, дочке, досталось кё, плохая судьба. Но в Японии на этот случай есть идеальный ритуал. Мы не забрали ее предсказание с собой, а аккуратно завязали на специальном стенде у храма. А теперь местный ветер унесет все невзгоды, а бодхисаттвы позаботятся о том, чтобы плохая карма превратилась в хорошую. Так что мы спокойны. Хочу пару слов добавить про прыгунов, про которых я вам рассказала, что большинство прыгунов выживали благодаря густым кронам деревьев и мягкой почве. Но, к счастью, в XIX веке эти опасные прыжки строго запретили, и теперь мы можем загадывать желания гораздо более безопасным способом. Прямо вот здесь внизу у подножия храма есть водопад, и там загадывают теперь желания.
А вот веранда, которую вы видите, она парит над склоном горы на высоте 13 метров, и она построена полностью без единого гвоздя. Отсюда открывается потрясающий вид на Киото. Погода нам благоволила, солнце заливало весь храмовый комплекс. Главное божество храма – тысячерукую Каннон. Фотографировать внутри нельзя. Я вам про нее уже рассказала, которую вырезал монах. Это священное пространство, поэтому мы просто сохранили этот образ в сердце и загадали желание. Этот храм был основан буддийской школой Хасо. Простыми словами, это буддизм для интеллектуалов. Но в 1965 году храм Кийомизу-дера, он отделился. Храм провозгласил своей главной целью сделать учение открытым и понятным для каждого. И эта школа теперь называется Кита-Хосо или Северная Хосо. Они сместили фокус со сложных философских споров на практическое сострадание. Кита-Хосо говорит: просто очищай свой ум через искреннюю молитву каннон и помогай другим. И вот мы подходим к водопаду желаний. Вода из него разделена на 3 отдельных потока. 1 – успех в учебе и мудрость, 2 – здоровье и долголетие, 3 – процветание в любви и счастливый брак. Считается, что каждый поток дарует свое благословение. И одно важное правило – пить можно только из одного или максимум из 2. А если выпьете из 3, то ни одно из желаний не исполнится. Погуляли мы здесь где-то 2 часа, но это вместе с дорогой от ресторана. И теперь мы пешком отправились на станцию Киото. Можно, конечно, на поезде, но можно и дойти пешком, где-то минут 30. А на поезде будет почти так же. Перед отъездом обязательно нужно было зайти за сувенирами. Мы купили знаменитые киотские сладости яцухаши из рисового теста с корицей и сладкой пастой анко. Обожаю их. Я их поставила в самом конце, на всякий случай, на заметку. И еще печенье для сына. День получился абсолютно сказочным и запоминающимся. Спасибо, что прошли этот путь вместе с нами. Я ставлю влоги каждую неделю, а в следующем видео мы перенесемся из старинного Киото в самый ультрасовременный и сумасшедший район Токио Шибуя. Мы нашли одно невероятное место, где каждый может стать участником той самой культовой игры в кальмара. Помните этот корейский сериал, где 456 человек сражались не на жизнь, а на смерть ради огромного приза? На смерть мы, конечно, не играли, но накал страстей был нешуточный. И угадайте, я выиграла. Как мне удалось, какие испытания пришлось пройти, где находится это секретное место в Токио, покажу уже в следующей серии. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. И до встречи в Токио. Пока-пока. Это, кстати, Шинкансен стоило на одного человека от Токио до Киото забронированные места 28 тысяч йен. Ребенок до 13 лет половина. 28 тысяч йен за Шинкансен – это туда и обратно. Еще я не рассказала вам про древнюю редкую школу буддизма Хасо, которой изначально принадлежал храм Кийомизу-дера. Мне невероятно близок их менталитет и взгляд на мир, поэтому я поставлю в описании, что это за школа. Кому интересно, посмотрите. А вот мы с дочкой сели в уютный поезд и едем в Токио. Еще раз спасибо, что зашли. А вот наши сувениры, конфеты. Всего доброго, до новых встреч!